Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании, и сегодня я начинаю новый влог. Быстренько расскажу вам, покажу, чем я буду заниматься, и буду приступать к работе. Творчество потихоньку сейчас будет набирать снова обороты, вот, но у меня немножко поменялось направление в том плане, что ну вот я как 2 года назад тоже у меня были параллельно игрушки и вязаные изделия. Потом я перешла только на игрушки и очень редко я там вязала какие-то шапочки, носочки. Сейчас вязаные изделия ко мне тоже возвращаются, но игрушки все равно остаются моим доходом, хоть и небольшим по-прежнему остается, но все-таки нужно возвращаться мне в это направление, потому что если ты не работаешь, не продвигаешь себя, не публикуешь, то, соответственно, нет выхлопа. И, в общем, получается, что если не работаешь, соответственно, не зарабатываешь. Нужно возвращаться. Я сейчас занималась собой больше, приводила себя в порядок. Пора возвращаться после такого типа как отпуска. Наверное, я включу дополнительный свет. Вот, и покажу вам, значит, по планам. Мне нужно будет связать ленивца. Для ленивца у меня уже готовы детальки. И навести на рабочем столе мне порядок надо, потому что тут какой-то кошмар творится. Разложить все, что мне не нужно по местам, все, что нужно, вот, например, лески скрутить, аккуратно сложить. Вот, значит, по планам у меня ленивец. И я вам сейчас покажу куколку и также покажу платье, потому что я дошла. Сейчас у меня это не платье, а топ, в котором я вяжу рукава. Вот, расскажу, как я все-таки поменяла свои мысли, потому что в прошлом влоге я спрашивала у вас совета, как мне вписать голубой цвет, но я посмотрела, что у меня, оказывается, нет целого мотка, то есть у меня там остаток с одного мотка, и на втором мотке тоже, наверное, половина мотка нет. То есть голубого там совсем мало, и я все равно хочу его использовать, хотя можно было бы выбросить, но у меня рука не поднимается никогда, чтобы выбрасывать пряжу, я ее полностью использую. Поэтому и в этот раз я не буду ничего выбрасывать, даже маленькие кусочки. Ну, понятное дело, если там метр остается, мне наряд не хватает, это уже никуда не пойдет. Но то, что касается остального, я буду использовать. Поэтому сейчас покажу куколку. Значит, про какую куколку я буду говорить? Вот про эту. Я на завершающем этапе. Значит, мне нужно будет связать ей рюкзачок. Вот такой рюкзак здесь будет. Мне кажется, что он маловат, но нет, нормально. Пока не знаю, как сделать застежку. Я думаю, что я свяжу как бы такую, как это, корзинку, и сверху сделаю на велькро застежку. У меня есть кукольная, она не такая жесткая, как для одежды берется, для взрослой и для детской. Там прям такие жесткие эти как их, крючочки, и они очень цепляются за вязаное изделие, хотя у меня здесь хлопок, поэтому проблем не должно быть. И, в общем, я сделаю вверх, чтобы он просто вот так вот закрывался. То есть она просто открываешь и закрываешь, вот как есть такие сумки. И вот такие я буду вязать такого цвета. Он немножко отличается, желтый. Буду вязать лямки и ручку саму. Также мне там нужно будет сделать значки маленькие. У меня уже появилась идея, как я сделаю. То есть, ну, вот когда мне заказали эту куклу, я просто такая, с чего начать? Я вообще не понимаю. Во-первых, размер не мой. Во-вторых, там вроде бы просили одежду, чтобы я сшила, а не связала. Но у меня тут и вязаная, и шитая одежда. И мне, в принципе, нравится. Я показывала, вроде бы все отлично. Из вязаной, ну, из одежды вы в прошлом влоге, кто смотрел, видели только толстовку. Сейчас я вам покажу ее. Я ее немножко дополнила вышивкой дополнительно, потому что я не все вышила, то, что просили на толстовке. Вот, ну и, в общем, да. Так что для этой куколки, ну, давайте начнем с толстовки. Толстовку вы видели в прошлом влоге. Я ее дополнила маленькой
пчелкой. Пчелку я так и не собралась вязать, хотя уже в котором влоге вам говорю, что в планах у меня связать пчелку, но никак я не добралась. Ну ничего страшного, в планах она у меня есть, и, конечно же, я ее свяжу. Дальше, что у меня здесь есть? У меня здесь есть вязаные носочки. Значит, там вышивка на них должна была быть. Сначала подумала я, что буду вышивать надпись, но потом решила, что я ее нарисую. Поэтому она нарисована. Вот такие вот носочки. Это по фотографии я все делаю. Также я связала вот такие вот джинсы. Значит, их я сделала, типа они как рваные, но джинсы сами были рваные, без пояса, но пояса здесь вообще не хватало. И сзади я сделала вот такие карманы. Это все функционально, то есть можно, конечно же, в них не хватает вот от строчки оранжевого цвета. Ну, как бы, и так вроде бы ничего. Я надеюсь, что я смогу это все одеть на куклу и застегнуть, потому что я вроде как одевала, примеряла, но после выживки, после всего, что я там делала, я их и отпаривала, я не повторяла этот опыт. Значит, меня попросили еще вышить бабочки, значит, я вышила часть бабочек, мне сказали еще больше вышить, поэтому, ну, мне кажется, что если еще больше сюда добавить, ну, это будет уже, ну, совсем занадто, не стоит сюда, наверное, больше лепить бабочек, как вам кажется. Мне кажется, вполне. И там была типа какая-то цепочка, я тоже ее повторила, просто в хаотичном порядке разного цвета нацепляла бисером. Следующее, что у меня были ботинки для Блайс. Я как-то заказывала 3 пары, белые, бежевые и черные. И мне для этой куколки надо было сделать черные ботинки, но с обувью мне очень тяжело ее делать, и поэтому я схитрила и взяла вот эти ботиночки, которые я покупала для своих куколок, и сделала по фотографии. Значит, здесь красным цветом я дополнила моменты, которые есть на ботинке, на ботинках, то есть это я не сама придумывала, а тоже делала по фотографии. В принципе, для куколки эти ботинки большие, но вот когда одеваешь на нее носочки, носочки я вязала крючком, поэтому они такие толстоватые достаточно, и в ботинки прям шикарно они помещаются, чуть-чуть торчат, ну, в общем, мне очень нравится, вот просто в какой-то момент она у меня пошло дело. То есть сначала я так, кукла не получается, первая заготовка я ее выбросила, потом я начала вязать вторую, вторая тоже там у меня не получилась немножко, я ее перевязывала, а вот потом пошло все. И, конечно же, еще я сделала куртку. Куртку, к сожалению, связать я не смогла. Я ее думала делать немножко по-другому, но, в принципе, я ее сделала вот таким вот образом. Значит, на ней рисунок. Ткани бы я такой не нашла, да, я рисовала вручную. Рисунок, он, возможно, немножко грубоват, надо было помельче сделать, но помельче сделать мне было бы сложновато, наверное. Поэтому я сделала вот таким образом, еще не показывала заказчице. Также я здесь сделала имитацию молнии и функциональные здесь карманы. Также есть сверху обвязано крючком 0,45 обычными швейными нитками, чтобы, во-первых, и подсобрать, потому что на куколке прям широкая это здесь все смотрится, и она такая большевата, но у меня же огромная толстовка, то есть я рассчитывала, чтобы сюда можно было нормально продеть рукава, да, и не было здесь ничего тесным, поэтому, да, я делала ее изначально большую, плюс тут капюшон, который тоже нужно было учесть. Если бы я сделала слишком узкое горло, как нужно в куртке, то тогда бы были проблемы с капюшоном, потому что тут вязаное полотно, оно спицами связано и такое рыхлое достаточно. В общем, да.
Значит, что у меня остается? Остается самый страшный момент, который я никогда не делала. И я как бы смотрела информацию, как это делать на куколке, но я очень боюсь к этому моменту приступать. Мне страшно, потому что я могу все испортить. Но если что, в принципе, можно будет перевязать голову и снова попробовать. В общем, мне нужно приклеить волосы. Волосы уже выбрали, которые будут, я буду приклеивать, то есть отрезать от самой, а может мне отрезать длину, которую мне нужно, вот оставить такую длину, спросить длину и отрезать снизу, потому что я буду, забыла слово, не попетельно, а попрядно, по пряди приклеивать, идти по кругу. У меня там две длинные штуки для волос. Вообще, молодец, объяснила. В общем, я думаю, что мне должно все хватить. Вот, так что я отправлю фотографии, спрошу. И вот я на завершающем этапе связать рюкзак. Но сначала мне нужно связать этого ленивца. Также мне вернулись наборы. Я тут отправляла Свете мишек, она фотографировала. Боже, какие красивые фотографии моих мишек с паолками, куколками. Они просто так круто сочетаются. Вообще супер. Хоть ты покупай себе паолку. Или просто эксплуатируй Свету. Отправляю ей игрушки, чтобы она фотографировала. Надо было ей дольше оставлять. Значит, она мне вернула комплекты, но дополнила своим еще. То есть здесь комплект есть вот такой и вот такой вот пчелкин. И второй набор вот такие вот. Они здесь одинаковые. В общем, я просто попрошу, наверное, у Светы фотографию или самой сфотографировать. Надо возвращаться как-то к работе, потому что... еще у меня кротиков нужно закончить. Я для кротиков вот связала такие вот цепочки. Значит, кто не смотрел прошлый влог, мне вернулись кротики, и мне нужно поменять вот эти петельки, потому что они маленькие. Меня попросили именно... слушайте, маленькие. Ха-ха. Вот тебе и маленькие. Они практически такие же. Но тут есть подлиннее я делала, а это самые маленькие, по-моему, 2 сантиметра. Там 2,5, 3,5 и 2 сантиметра. Ну, реально 2 сантиметра у меня здесь. Смотрите. Ну, там для каждой буковки мне написали, на какого кротика, какой длины должна быть эта связка. Поэтому я займусь этим тоже. Тут просто нужно убрать. Когда мне сказали, что не подходят вот эти вот петли, там одну петлю порвали. Вот, я там предложила разные варианты, но потом мне сказали, что отправят мне посылку назад за мой счет, и я потом отправлю опять туда переделанные, ну, потому что это моя ошибка, мне нужно было предусмотреть и спросить, какой размер получается вот этих подвесок должны быть. И вот мне прислали по каждой буковке, сколько должно быть размера. Я тут могу вам показать. Вот так вот мне прислали. То есть каждая буковка и написано, какая длина должна быть. И я потом спрашивала, как эта длина должна быть. Как я делаю записи. На любом листике, который попадается. Вот я вязала носок, чтобы не забывать парная деталь, как я вижу, записываю. Вот что на носке должно быть написано. И вот я спрашивала, то есть было два варианта. Либо вся цепочка должна быть 3,5 сантиметра, либо уже вот такой вот круг 3,5 сантиметра.
Мне сказали, что вот так, то есть они обернули вот эту вот веточку, где будут висеть кроты, вокруг, и померили, сколько она по размеру. И я делала цепочку ровненько по размеру, но она же тянется еще, соответственно, там будет запас, чтобы она тянулась. Слишком большой запас я не хочу делать, потому что будут болтаться. Там, в общем, такое дерево, и там ветки на разных уровнях. И если сделать сильно длинные, то будут цепляться, наверное, не очень красиво. Вот, ладно, значит, с кротами тоже буду заниматься. Там не очень долго. Сейчас покажу вам платье, на каком у меня этапе. Так. Платье. На каком этапе? Платье на этапе. Я связала один рукав. Я его вязала сверху вниз. Как, в принципе, оно у меня и вяжется сверху вниз. Значит, вязала вот такой вот рукавчик. По длине он у меня получился вот такой вот. То есть я начинала вот у меня небольшое от плеча, и потом постепенно добавляла ряды. Делала как типа укороченные ряды. И второй рукав я сделала точно так же, но еще не закончила. Мне еще тут надо добавить дополнительно еще по одному раппорту с каждой стороны, и один раппорт по центру будет. Вот, второй рукавчик свяжу. И вот у меня остается совсем чуть-чуть вот этого цвета. Я, наверное, хочу обвязать горловину крючком поменьше. Я вяжу крючком 1,75. Я, наверное, хочу взять крючок 1,5. И весь остаток связать на горловину. Плюс еще, может, много получится. Ну, зависит от того, сколько у меня останется. Там не так уж и много должно остаться, потому что я еще рукав не закончила, а пряжа уже начинает бобинка светиться. Вот, значит, что я решила с этим платьем, что я буду делать с голубым цветом. Значит, у меня же здесь вот связано, получается, полностью как топ. И дальше у меня будет вот такой вот узор идти снизу. Он должен был у меня по задумке быть вот такого цвета. Но мне его точно не хватит на низ. Ну, вот на вот эту часть, где на талии будет. И я решила, что я ее сделаю голубым цветом. И вот то, что у меня останется, остаток, я его пущу внизу, если мне хватит. Но мне кажется, что вот пока я буду вязать вот это то, что на талии, хотя там немного надо вязать. Иначе будет, чтобы белье не было видно. То есть мне надо так рассчитать, чтобы белья не было видно. Хотя я буду это платье, ну, по-любому носить с комбинацией бежевого цвета. И, в принципе, там без разницы. В общем, буду смотреть. По задумке сейчас у меня голубой цвет пустить на талию, и дальше я буду продолжать вот этим вот цветом шампань. Потом у меня золотой цвет, он более такой насыщенный, соответственно, я буду вязать ряд шампани, ряд золотого, ряд шампани, ряд золотого, вот насколько мне хватит шампани, когда уже шампань будет заканчиваться. И потом полностью перейду на золотой цвет. Золотого цвета у меня 4 моточка, а вот шампани у меня что больше нет? Нет, вот он лежит 2 и еще чуть-чуть осталось. Ну, я думаю, что на тунику мне точно хватит. Если что, если мне не хватит полностью на нормальную длину платья, я слишком мини не хочу, хотя сейчас я могу позволить себе носить мини, как ни странно. Я думала, что все, я с этим попрощалась, но нет. Значит, я что придумала? Я буду носить, одевать бодик и джеггинсы, например, или какие-то плотные леггинсы, для того, чтобы у меня снизу был полностью черный низ с длинными рукавами черные, а сверху вот одевать вот эту вот
как туничку, если она не получится у меня как платье. Ну вот такой образ будет. Я очень хочу вывязать эту пряжу. Здесь просто эта пряжа находится вот на таких бобинках. То есть пряжи на самой бобинке немного, всего лишь 250 метров, но за счет вот этих бобинок она занимает столько места. И она у меня уже так давно. Я вот когда первое платье Ванессы Монтеро вязала, вставлю вам фотографию, и я покупала тогда для такого же платья Ванессы Монтеро вот эту вот пряжу. Но потом я поняла, что там эта пряжа очень сыпется, и там постоянно идет смена цвета. Я не решилась на такое. И вот она лежала, я связала типа как топика такого. И да, я хочу себе топиков навязать. Где бы взять времени столько? Мне сейчас хочется себя нарядить. Я давно это не делала для себя. И мне очень хочется навязать топиков разных. И на бретельках хочу, и как маечки хочу, и, возможно, с длинным рукавом. Но широкие такие сделать топики, чтобы снизу можно было носить покупной топ, как спортивный, да, а сверху как бы такая штучка. В общем, у меня идей очень много. Образы рождаются. Прям на меня это вообще не похоже. Очень сильно не похоже. Чтобы я что-то вот так вот думала. Я раньше, ну, вот одежда есть, бери и носи. Просто вот связала кофточку и носи ее. А сейчас я как бы продумываю варианты, как бы я хотела носить, что бы я хотела носить. Да, так что вязание изделий возвращается в мою жизнь. Но и не вязание, еще у меня возвращается шитье. У меня тут еще лежит целая стопочка шитья. Я купила вафельную ткань на Wildberries и разрезала ее на кусочки. И нужно обработать здесь края. Вот такие вот у нас котики будут. Я купила 2 отреза. Я не помню, поскольку они шли метров. Разделила их на 6 полотенец. То есть каждого цвета. Вот тут серенький. Вот такие вот котики с сердечками. И просто котики вот такие вот. Но у нас в семье все любят котиков. Поэтому у нас котики будут жить на кухне. Тоже нужно будет заняться этим вопросом. Но пока что ленивец. Все. Подключусь к вам попозже на этой неделе. Покажу вам ленивца. Либо вставлю видео коротенькая. Вот, и куколку. За куколку буду браться, обязательно делать волосы. Нужно посмотреть, где у нее тут волосы пойдут. Вот. Буду делать куклену. Все, увидимся позже. Так, я минуток через 5 убегаю, поэтому решила вам показать продвижение по кукле. Сейчас, наверное, буду отправлять фотографии заказчицы, потому что я полностью куколку уже одела. Итак, у меня заготовочка для рюкзака ей. Да, я думаю, вот так. Здесь будет еще кармашек. Застежку мне надо, ручку и шлейки сделать. Так, ну что ж, давайте я вам покажу куколку. Я вчера намучилась с волосами очень-очень сильно, и недовольна я результатом, который у меня получился. Но в принципе, общий образ более-менее. Есть недочеты, и так как у меня нет опыта, я не могу с этими недочетами пока что ничего сделать. Значит, волосы я делала из тресс. Они искусственные. И вот здесь вот, если вы видите, на камере сразу же видно. В жизни так не выражено, а на камере видно, это остатки клея. Трессы я клеила по прядовым. То есть отрезала небольшие прядки и приклеивала их.
И вообще у нее волосы стояли дыбром. Я тут ей все приглаживала и водичкой, и то все, и утюгом даже ей проходилось. Ну, в общем, очень тяжело у нее это все с волосами. Но, тем не менее, результат мне нравится. Наверное, коротковатые волосы получились. Я их, когда начала стричь, это вообще был кошмар. Я вчера целый день с этими волосами сидела, вся в волосах, везде все волосы, дети приходят, все это разносят по всей квартире. И сегодня с этими волосами, сегодня была стрижка. Вот когда волосы так наверх, капюшон, конечно, не одеть никак. Волосы надо сюда. И тогда можно натянуть ей капюшончик. Завязки на капюшон я так и не сделала. Но куртка села, кстати, хорошо. Она так ей большевата. Но за счет того, что вот волосы еще до сих пор вылазят, то есть, ну, там же проклеивается не полностью, какие-то ворсинки не проклеиваются. Вот. Получается, с капюшоном она выглядит вот так вот. Значит, куртка мне, в принципе, нравится, как смотрится. Немножко вот здесь вот большеватые штаны, кажется. Но это потому, что у нее большие бедра. Значит, вот такие вот ботиночки. Там в ботиночках носочки. И... В принципе, я практически все закончила. Там еще нужно мне будет сделать записку для этой куклы. И рюкзак нужно сделать. Но рюкзак я как бы сделаю, да, можно его, чтобы он был. Вот, и там фотография, типа девочка держит вот так вот записку, и там на записке что-то написано. В общем, ей надо будет сделать записку, как попросила заказчица. То есть там просто переписать, взять голубую бумагу. Вот у детей возьму, напишу все. И я еще специально для этой куклы покупала упаковочную бумагу в виде газеты, потому что она будет запакована в газету и в коробку. Я думаю, что коробки я найду, коробку одну. Либо сделаю, либо найду из того, что мне приходило. Вот. В общем, я довольна куколкой. Она у меня получилась. Давайте измерим. По высоте 23 сантиметра. Так. Ну, я думаю, что видно там, да? Вот она стоит 23 сантиметра. Я просто зеркальное отображение вижу на камере, вроде бы показывает все нормально. Но волосы везде, вот реально, вот я ее подержала, откуда это все повылазило. Я не хочу больше делать этих кукол. Я вчера была зла, очень зла здесь, и поняла, что не-не-не, это не мое, вообще не мое. Да, она классная, она мне очень нравится, это что-то необычное, это, ну, мне результат вообще, я в восторге. Вот, она очень хорошенькая получилась. И волосы, даже если где-то клей этот есть, мне все равно нравится. Ну, вот она сыпется. Ну, что мне делать? Но тут волос очень много волос. Потому что мне не хватило одной, на такую маленькую голову, мне одной трессы. Вот отрез там идет, сколько, метр, наверное. Или полметра, мне не хватило. Что ж ты голову опускаешь? Приятные волосы, гладенькие такие. Сзади вообще классно смотрится. Ну, конечно, подстригла я и как получилось. Я не знаю, что с ней делать. Но для первой такой куклы большой, наверное, результат хороший. Мне кажется. Тем более, учитывая, сколько я над ней работала, сколько перевязывала. Вот.
и рюкзак ей будет вот такой вот рюкзак. Такой рюкзак. По-моему, по размерам он хорош. Больше не надо было делать. Вот, так что сделаю лямки. Она у меня, по сути, должна еще стоять. Не хочешь стоять? Встань, пожалуйста. У тебя же такая опора здесь хорошая. Это вся каркасная. Волосы, вот надо положение найти. Ладно, не буду больше задерживать. Значит, я еще же связала ленивца. Я вчера связала ленивца и потом занималась целый вечер этими волосами, которые везде. Вот такой ленивчик у меня получился. Такой маленький, хорошенький. Вот такой вот малыш. Да, его было сейчас отфотографировать. Да, я возьму, сейчас его отфотографирую. Вот, и, в общем, буду заканчивать рюкзак. На рюкзаке там есть значки, которые нужно сделать. Я уже знаю, как их сделать. Единственное, что мне нужно найти бумагу для этого разноцветную, для того, чтобы сделать значки с какими-то мелкими рисунками. В общем, я поищу что-нибудь, найду значки, я быстренько сделаю. Там, это долго не делается. Вот, так что, в принципе, куколкой я, наверное, довольна, потому что, ну, первый результат, конечно, для первого результата она прям классная. Целый образ, не знаю, буду вам показывать еще или нет, хотя, наверное, рюкзак стоило бы показать, да, как я его сделаю, какой у меня получится. Ну, если не буду показывать, то покажу вам на фотографии, вы увидите. Вот, а мы с Кукленой, я ее оставляю и побегу за дочкой в садик. Эти губы на бок. Я не понимаю. Вот она голову в одну сторону хочет все время повернуть. Вот. Ну, в принципе, мне нравится. Прикольно получилось. Как вам? Новое. Что-то новенькое у меня на канале, да? Такого раньше никогда не было. Прям даже и не знаю. Нравишься ты мне? Нравишься, конечно. Но есть моменты, конечно, да. Ладненько. Все, попозже, наверное, еще подключусь. Чем буду заниматься сегодня, значит, рюкзаком буду заниматься. И еще я буду вязать платье пока что. Вот, вообще взялась снова за работу, за свои социальные сети, за маркетплейсы, потому что давно туда не публиковала. Уже, наверное, месяца 2 прошло даже. Я все там что-то пыталась совмещать, и времени не хватало, но я, конечно, не хотелось мне забрасывать это все. Я, знаете, ну тянула кота за хвост просто. И это результаты не давало. Нужно прям основательно браться, заниматься этим каждый день. Поэтому я с утра себе выделяю вот это вот время. Значит, я сажусь, и часик нужно поработать. Фотографии, видео, опубликовать там что-то, добавить, чтобы обязательно это у меня было сделано прямо с утра, потому что вечером времени вообще нет на это. Поэтому всю, наверное, вот эту нелюбимую работу, как и по дому я делаю, все, что мне нужно по дому сделать, что я не люблю, я это все делаю до обеда. Потому что если это перенести на после обеда, это значит, что ты это не сделаешь вообще никогда. Поэтому любимые занятия я оставляю на после обеда, а вот нелюбимое буду делать с утра. Сейчас буду публиковать постоянно. Максимум 1 день даю себе перерыв и выходные. Ну, хотя даже на выходных нужно все равно публиковать, потому что когда регулярно выходят посты, когда ты постоянно о себе даешь знать, то, конечно, статистика растет. Поэтому будем над этим работать. Все, чуть-чуть попозже еще подключу.
Так, немножко поменяла локацию, потому что у меня разряжен телефон, и я сейчас буду выбегать. И этим кусочком я хочу закончить влог. Этот влог получится маленький, потому что, ну, я пока занята одним процессом. Я вам в прошлой части показала, что у меня готова куколка. И я ей оторвала голову. Вот так вот беспощадно я лишила ее головы. Почему? Потому что я ей сделала волосы, я очень намучилась с волосами, потому что я все никак не могла аккуратно оформить пробор, я об этом вам говорила. И, в общем, я ее когда подстригла, показала заказчице, и она сказала, что волосы короткие. Короткие. Да. Поэтому у меня здесь лысоватая следующая куколка. Вот такой вот длинный должны были быть волосы, буквально, видите, сантиметр. Сантиметра не хватило, и мне пришлось сделать заново. Но я уже сделала ей личико. Губки здесь тоже отличаются. Ну и голова у нее как-то... Ну тут еще шевелюра будет сверху. И волосы эти нужно будет пригладить. В общем, она такая лысая еще. Приклеиваю я попрядово. У этой девочки будет меньше волос, потому что вот на эту голову у меня ушло... У меня были две трессы, вот такие длинные. В общем, я их делю на две части. И вот на эту куколку у меня ушла полностью одна тресса и еще чуть-чуть. Или как это у меня было? А почему у меня то и осталось? В общем, ну, то есть волос не так уж много. И я поняла, что, в принципе, для куколки и не надо столько волос, сколько я здесь вот сделала. У нее прям очень густые волосы, очень красивые, мне нравится. И она все равно сыпется. Но это так сыпаться не будет, потому что я здесь учла все ошибки, которые я сделала на этой куколке. Вот, и, в общем, я занимаюсь. Сейчас как раз пойду, зайду в магазин, куплю себе еще клея. Клею я на обычный клей Момент гель прозрачный. Вот, и ну, до сих пор у меня остаются вопросы, как сделать аккуратно макушку. Я как бы понимаю, как это сделать, но у меня все равно волосы очень темные, волосы синтетические. И вот то, что я смотрела, видела, как девочки делают из натуральной козочки, там немножко по-другому, там волосы и сами по себе ложатся нормально. Здесь, видите, они стоят в разные стороны. То есть их потом нужно под температурой им придавать... Им нужно придавать форму, потому что, чтобы они вот так вот были. Иначе они будут вот так вот в разные стороны, как какая-то метелка выглядеть. Вот, поэтому работы здесь еще кажется, что чуть-чуть осталось, но на самом деле здесь работы очень много. Я, наверное, даже половину еще не сделала, потому что потом нужно попрядво мелкими прядками делать пробор. Причем я в этот раз буду этот пробор делать немножко по-другому, для того, чтобы не было вот этого вот клея. Но, в принципе, когда приклеивается, как видите, там, где волосики друг на другу ложатся, хотя, когда клеишь, кажется, о боже, этот клей будет виден везде, но нет, довольно-таки хорошо. Кстати, нам как-то подарили, младшие подарили дочке куклу с такими же вот трессами, с такими волосами белого цвета. Я пошла, посмотрела, как там сделаны волосы. Она в шапочке. Ну, конечно, когда шапочка, это многое нивелирует, спасает мастера, если есть у куклы шапочка, потому что там просто вот эти вот трессы, вот они здесь сверху, они собраны на такую как бы ниточку, и они по кругу вот так вот просто пришиты. Причем, если у меня здесь идет по росту волос, по линии роста волос, вот как я сначала рисовала, да, где должны волосики выходить, расти, и у меня здесь волосы прям идут к шее, опускаются, ну, как и у человека, да, в принципе, то там это просто макушка, чисто вот такая вот шапочка из волос.
Вот, в этом плане у меня куколка сделана получше. Но я, если честно, замудохала с ней. Когда мне сказали, что волосы должны быть длиннее, я понимаю, что я ну никак их не сделаю. Во-первых, я их не могла подстричь, потому что они очень густые, это невозможно, ты стрижешь, они в другую сторону отворачиваются. Здесь тоже они вот не совсем ровные, но я думаю, что я так и буду оставлять. Вот, ну, как бы с этим у меня проблемы. Как их подстричь, чтобы они ровненько ложились, я не знаю. Это сначала нужно их приклеить полностью, потом их нужно хорошенько выровнять, приложить вот так вот, чтобы они были такой формы, и потом только подстригать. Но когда волос много, они уезжают, какие ножницы не возьмешь, это просто невозможно. Я уже достала пылесос, чтобы сразу спылесошивать все. Вот. Тресы. Может покраситься? Нет, шутка, краситься не буду. Я уже решила, что точно краситься не хочу. Поэтому нет. Так, и я вам еще не показывала. Вот такой вот получился рюкзак. Такие я сделала наклеечки. Ну, не наклеечки, как их... Ай, забыла. В общем, украшения я делала вот таким вот образом. Их можно мочить. Да, и рюкзак функциональный. Сюда можно положить малявку. У этой девочки я отправляла, она любит коровок. Там есть у них коровка 2,5 сантиметра. Вот сюда вполне поместится, можно носить. Вот, одежду я всю сняла. Мне тут Света на меня обиделась. Прости, Свет, ну правда, я вот решила изобретать велосипед, это раз. А во-вторых, есть техники, как, вот Света мне показала, потом есть техники, как сделать, чтобы одевались такие толстовки на куклу, и чтобы они застегивались. Я возьму на вооружение вот эту вот все-таки дырочку, когда капюшон будет сверху одет, но, тем не менее, тот вариант, вот, который у меня, он мне нравится больше, потому что на вязаном полотне такой техникой не воспользуешься, то есть там тоже делается, когда шьешь, дырочка, но здесь идет шов, и как бы можно сделать за счет этого отверстия для головы, для всего тела. На вязаном полотне это сделать намного сложнее, ну, как можно, конечно, но это надо больше поворотных рядов, больше ниток прятать, в общем... То, что сделала я для вязания, подходит больше, чем то, что мне посоветовала Света, но на будущее. Спасибо тебе огромное. Я, конечно, это возьму на вооружение. Если вдруг я кому-то что-то буду шить из своих игрушек, я именно этой техникой воспользуюсь, потому что она реально шикарная. Так, и что следующее я вам покажу, это то, что я вяжу свое платье, продолжаю. Я все-таки вставила синий цвет, хотя Олечка, спасибо большое, что мне посоветовала вообще не включать голубой цвет в это платье, но я рискнула. У меня, оказывается, было не моток с чем-то, а просто по чуть-чуть 2 мотка. Там даже на 1 моток, наверное, не набралось бы пряжи. И я 1 моток вывязала буквально за вечер, потому что там было немного. Это у меня получилось, по-моему, 9 или 10 рядов. И я... В общем, примерила, и мне так понравилось, как это выглядит, что я решила весь синий цвет тоже пустить. Я думала, что 10 рядов этих будет много, но оказалось, что они совсем тоненькой полосочкой такой смотрятся. Я вывязала и 2-й моток, где было больше пряжи, чем на 1-м мотке. И давайте я вам покажу, что у меня выходит. Дальше я начала вязать, уже движение у меня идет к юбке, то есть я пошла на расширение. И моя кофта
кофточка пока что выглядит вот так. Она вот здесь вот собирается как бы валанчиками, но не обращайте на это внимания, потому что верхняя часть, она постирана уже, и она более пластичная, а там, где синий цвет, вот я перешла, и рукава тоже, они мне достаточно в обтяжку, еще нормально. Это платье не сидит на мне, потому что оно частично постирано, частично не постирано. Когда оно не постирано, оно очень жесткое такое, и не нравится мне вот по ощущениям, а вот когда постирано, оно такое пластичное, стирать его можно в стиральной машине, с ним ничего не становится. Когда вынимаешь со стиралки, когда оно мокрое, оно становится таким деревянным и сохнет очень-очень долго, поэтому я его 100% буду стирать в стиральной машине, на больших оборотах отжимать, и потом сушить можно просто на вешалке сушить, потому что это вискоза, она в любом случае потянется, как ты ее не суши, хоть горизонтально, хоть головой вниз, хоть с переподвыподвертом, без разницы. Она все равно будет тянуться, я об этом знаю, поэтому даже сейчас, когда я вот ношу, его можно оставлять как топ. Я мужу показала, он говорит: о, оставляй. Очень красиво смотрится, когда как топ смотрится. Вот, и, в общем, да, мне, в принципе, нравится. Я весь светлый цвет пустила на рукава, причем я так удачно рассчитала, что вот сколько один рукав связала по длине, мне хватило на второй рукав. Ну, конечно, там можно было еще сделать, наверное, 2 ряда, обвязать вот таким ажурным узором, но я уже все выбросила эту пряжу. Младшая дочка пришла и говорит: мама, ты зачем выбросила ниточки, с них же можно еще что-нибудь связать. Я говорю: не-не-не, с них нельзя связать. Я вот знаете, что думаю, что я, наверное, не включила микрофон. А нет, микрофон работает. Так, и значит, что у меня дальше? У меня вон там лежат вот здесь вот, лежат 2 моточка еще вот такого вот шампаня. Значит, я буду вязать, вот у меня остаток, то, что вывязывать его. Мне нужно связать с расширением 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, я, наверное, свяжу на 2 ряда больше. Или может еще больше. Ну, сильно большой обхват по бедрам я не хочу делать, потому что я сделала здесь обхват по груди на 100, а у меня, я потом перемерила грудь, у меня стала грудь 94. Ну, еще если нижнее белье будет сверху, но это еще прибавит, да, пару сантиметров, ну, 96 пускай. Соответственно, в принципе, мне можно то, что было вот здесь вот на сужение, вот до такой ширины дойти, может еще сделать пару рядов с прибавками, то есть не 10, а 12 рядов с прибавками. И на этом, вот если вы видите, она вот такая вот получается. Тут выточка, вот это выточка для груди, идет сужение на талию, талия идет по прямой, и дальше у меня идет расширение. Но оно практически дошло до талии, вот получается, вот эта часть. Но, наверное, мне кажется, чуть все-таки повыше. То есть у меня уже где талия начнется расширение. Хотя оно потянется, сейчас вообще сложно об этом говорить, что будет. Мне нравится. Но у меня возникла другая проблема. Когда я вяжу это платье, у меня не считает степпер шаги, вернее, когда я на степпере и вяжу это платье, у меня часы не реагируют и не считают. Поэтому я сейчас хожу по комнате вперед-назад, потому что я каждый раз после еды нахаживаю 1000 шагов для того, чтобы у меня за день было 10 000 шагов. И вяжу это платье на руках. Значит, как я делаю? Я беру рукавчик, вот так вот ручку продеваю, вот здесь вот продеваю. Можно еще на вторую ручку так одеть. Вот так вот мы делаем. Берем крючочек. Вот. Ну, неудачно, надо было руки поменять наоборот. И все-таки, ну, больше я вот так вот, наверное, вяжу. То есть я повесила на одну руку и, в принципе, хожу туда-сюда.
браслет при этом за счет того, что руки у меня не двигаются, соответственно, браслет не считает. Я браслет укладываю в носочек и хожу, в общем, с браслетом на ноге для того, чтобы у меня считались шаги. А то я все на степере делаю шаги. Так, надо посмотреть, сколько я там сделала. А я вообще ничего не сделала. И потом уже положила вязание, начала ходить, как обычно, и он все равно у меня не считает. Ну что это такое вообще? То у меня тут девчонки немножко подломали степер, он плохо считает шаги, я на него уже не ориентируюсь, а теперь еще и браслет не считает. Ну, где это вообще видано? Хотя... Надо посмотреть, если степер будет считать, то я просто 1000 буду нахаживать. Короче, я счет уступила. Но мне так проще считать, когда на браслете я сразу с утра вижу, сколько я походила. Ух, сама себе проблемы создаю. В общем, да, заканчиваю эту куколку, буду вязать платье. Остальное пока ничего делать не хочу. Сегодня четверг, значит, завтра у меня по планам уборка, закончить эту куклу, потому что сегодня вот я ее доделаю волосы, потом ей нужно обязательно дать высохнуть до завтра. Завтра уже буду ее там проутюживать, чтобы сделать прическу, и вот такие дела. Поэтому, ну, больше показывать мне нечего. Монтировать я этот влог буду, наверное, в субботу или воскресенье. Соответственно, кукла у меня уже будет готова. Я вам ставлю фотографии. А давайте я вам ставлю фотографии, как это все вместе выглядит. Или просто какую-то фоточку сделаю. Я вам ставлю вот эти вот фотографии с этой девочкой. И с новой тоже сделаю. Но, в принципе, тот, кто не будет всматриваться, разницы вообще нет. Что та девочка, что это. И еще мне там надо будет доработать. Я делала вот такую вот записочку маленькую. Я думала, что эта записка должна быть у куклы в руках. А оказывается, это должна быть записка, чтобы она была в руке у человека. То есть... большой размер мне нужно будет напечатать на принтере, наверное, для того, чтобы красивая была надпись. Тут я вручную писала. В общем, да, еще какие-то доработки мне нужно сделать. Все, на этом я буду заканчивать. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо, что оставляете комментарии, смотрите. Ставьте лайк, подписывайтесь. Видео будут продолжаться. Вот как настроение будет. В общем, все, до новых встреч и пока.